Всем привет, ребята! С вами Ежаня. Отличнейшего вам супер настроения, удачных вам боев и хорошей недельки. Сегодня у нас под прицелом тяжелый танк 9 уровня БЗ-176. Это редкая машина, которую не часто можно встретить в боях, и поэтому немногие знают, что это вообще за зверь. Я постараюсь для вас ее максимально раскрыть, все ее секреты, характеристики, конечно же потестируем броню, в общем все будет круто. Берем чаек печеньками и погнали! Ну а вы не забудьте поставить видосику лайк, я уже по всем соскучился, пишите комментарии, будем общаться, вспоминать праздники и что там интересного у вас было. На БЗ-176 я очень давно хотел сделать обзор, мне очень нравится этот танк по виду, плюс вообще я в принципе люблю китайские танки. Ну и меня, когда он вышел, этот танк очень заинтересовал, и я хотел его реально в свою коллекцию. Изначально БЗ-176 вышел как дополнение к ветке БЗ-75. Он стал коллекционкой 9 уровня, на лесте, кстати, он, по-моему, 8 уровень, но у нас на евро его сделали 9. Но так ли он страшен и ужасен в бою, как кажется на первый взгляд? Давайте разбираться. Оказывается, немногие знают, что БЗ-176 имеет барабан на 2 снаряда. И это не просто снаряды, а убойнейшие болванки с немалым уроном аж в 560 единиц. Такой альфе позавидуют многие машины, а среди тяжей наш БЗ занимает почетное второе место по этому параметру, уступая лишь малоизвестной тачке под названием КВ-GR. Вжухать такими болванками одно удовольствие, уж поверьте. Я уверен, у многих противников будут округляться глаза, когда они увидят, сколько урона им прилетело. А теперь представьте, что у вас 2 таких пушечных ядра, и потенциально вы нанесете 1120 урона, если откидаете весь барабан. Но это очень мощно, на мой взгляд. И вот эта вот убойность и есть главной фишкой БЗ-176, и это огромный плюс. Но на этом, к сожалению, плюсы заканчиваются. Да-да, вы не ослышались, больше плюсов тупо нет. После того, как вы отстреливаете оба снаряда, вы уходите на нереально долгую и мучительную перезарядку, которая длится почти 23 секунды. Это если с пайками и вентиляцией. В условиях наших быстрых боев это просто вечность. За это время вас могут приехать и разобрать, поэтому заранее думайте об укрытии, где вы будете пережидать свою долгую перезарядку. Если вы думаете, что барабан быстро откидывается, то это тоже не так. Между выстрелами придется подождать целых 8 секунд, и это тоже добавляет определенный дискомфорт. Приехать и влить оба снаряда за пару секунд, как на том же Йохе, не выйдет, и это печально. Из всех этих долгих перезарядок также следует, что урон в минуту получается тоже унылым. ДПМ один из самых слабых на уровне. Даже многие восьмерки в легкую вас перестреляют, не говоря уже о десятках, с которыми вы будете играть большую часть времени. Зачастую из-за этого у вас не получается настрелять много урона в бою. Часто вы просто не успеете этого сделать. Если посмотреть на пробитие, то вы увидите, что здесь тоже есть минусы. Вот стандартные бронебойные снаряды имеют вполне обычный пробой, а вот на платных кумулятивах все просто отвратительно. 305 мм это откровенно слабый показатель. Учтите, еще раз повторю, что вы будете очень часто играть с десятками, а там есть сильно бронированные ребята, такие, например, как Маус, Яктпанзер Е100, Минотавр, С7 и даже обычную сотку вы даже кумулятивами зачастую не сможете пробить. Поэтому я крайне рекомендую установить калиброванные снаряды в оборудовании. Да, решение нестандартное. Да, вы сильно теряете во многих параметрах, включая перезарядку, но лучше долго перезаряжаться и пробивать, чем быстро перезаряжаться и не пробивать вообще. Еще хотелось бы упомянуть, что 160 миллиметровые снаряды летят очень медленно. Чтобы вы понимали, по скорости полета снарядов БЗ-176 на самом последнем месте среди всех 87 танков 9 уровня. Это просто ужас какой-то. Хорошо, хоть в амуницию добавили улучшенный порох, без него вообще невозможно играть. Так, что у нас тут еще плохого? Ах, да, комфорт орудия. Мало того, что сведение долго и вам придется потратить время на него перед выстрелом, так еще и точность одна из самых плохих на уровне. Даже если вы поставите оборудование, к примеру, сбалансированное орудие, это спасает лишь частично. На дальней дистанции стрелять просто невозможно, и в большинстве случаев снаряды, тупо летят в молоко. Уверенно попадать вы будете только в упор, а без полного сведения лучше не стрелять совсем.
Добавьте в этот невкусный суп отвратительнейшую стабилизацию, только немного подвигались, прицел сразу расходится. И приправьте все это ужасными углами вертикальной наводки. Да, орудие опускается вниз всего на 6 градусов. Никаких холмов, бугров, какая-то рельефная местность для БЗ-176 просто противопоказана. Вы там не сможете сделать ничего. Становитесь на небольшой бугорок, и дуло уже смотрит вверх. Короче, ребята, никакого комфорта орудия здесь нет. Я бы сказал, что в этом плане танк, для мазохистов, наверное. Вот если вы любите страдать, то вы нашли свою машину. И я бы очень хотел, чтобы минусы на этом закончились, но это еще не все. Подвижность тоже оставляет желать лучшего. Максимально наш китаец может выжать всего 33 км в час. Даже многие другие тяжи на уровне будут пошустрее. Быстро занять какие-то точки в начале боя или просто сменить позицию очень сложно. Назад тоже откатывается медленно, добавляем сюда посредственную удельную мощность, слабую скорость поворота на месте и получаем неповоротливого ленивца. Вот по нему прям видно, что не хочется никуда ехать, он так не спеша все делает, а вообще лучше поспать здесь где-то под камушком. Кстати, изначально разработчики хотели сделать этому танку ракетные ускорители, которые могли разогнать его аж до 60 км в час. На это указывают два ракетных сопла сзади, если заметили. Но от этой идеи отказались, так как она была слишком абсурдной, но чего в нашей игре только нет. Вот подумайте, у нас самые разнообразные нереальные танки, сумасшедшие режимы, карты типа Море Спокойствия, где можно буквально проехаться по поверхности Луны. Думаю, пара ракетных ускорителей тут точно никого бы не удивила. Кстати, Леста в этом плане была немного смелее, и они, насколько я знаю, эту фишку реализовали. Но у нас на Евросервере никаких ускорителей нет, и это даже немного обидно. Ну и напоследок я оставил параметры живучести. Понятное дело, что для тяжелого танка это очень важный раздел, ведь от этих цифр зависит, сколько вы проживете в бою. И здесь на БЗ-176 разработчики тоже наплевали. Количество очков прочности дали по сравнению с другими даже тяжами совсем небольшое. Я, например, думал, что хоть тут что-то нарисуют, добавят, может быть, но нет. А еще огромнейшим минусом является очень слабая боеукладка. Это вообще проблема многих китайских машин, и этот дядя у нас не исключение. Я бы даже сказал, что здесь все еще хуже. Очень советую возить с собой два ремкомплекта. Почему? Потому что бывает вообще, вот кританули вам БК, вы починились, а следующим выстрелом вам его критуют снова. И такое постоянно. Поверьте, вы не захотите перезаряжать весь ваш барабан 40 с лишним секунд. Это просто боль. Короче, с живучестью немало проблем. Это важно понимать. Ну и броня, если честно, в основном пробивается. Бывают, конечно, моменты, когда выезжаешь и танкуешь снаряд от тяжа, например, или от ПТСА, удивительно, но это, к сожалению, редкость. Ладно, броню мы чуть позже разберем еще в тренировочной комнате, а сейчас давайте посмотрим бой. В какой-то момент здесь ситуация накалилась настолько, что мы остались в ситуации 2 в 5. И два бравых китайца, я и ВЗ-121 GFT, пытаемся тащить. Сейчас у нас уже остался ВЗ-51, мы пытаемся его добрать. Вот такой вот серьезный дядька, у меня дозаряжается барабан, и я сейчас буду откидывать в него все снаряды. Смотрите, очень убойный барабан, очень убойный. 530 урона просто вылетает, он дает мне плюшку на 400, да, и мы дозаряжаемся 8 секунд и просто забираем его вместе с ВЗ. Но на самом деле нам повезло, последний у нас дядька был АФКшный, и мы его просто разобрали, такой купончик на халявный урон, добираем его последним выстрелом. Но даже, думаю, без этого я все равно получил бы мастера. Смотрите, 5600 урона, мастер, реально, в медаль пула, основной калибр. Ну, тут, ребят, я думаю, что ваш лайкос я точно заслужил. Больше на этом танке настрелять практически нереально, потому что из-за маленькой ДПМа вы просто не сможете этого сделать. Ну и также не стоит забывать, что танк фармит, коэффициент фарма около 140%, танк зарабатывает кредиты, здесь получилось много, потому что день рождения танка было. Ну и смотрите, как красиво все-таки с ВЗ затащили, остальная команда почти ничего не делала. Ну а теперь по традиции давайте посмотрим на броню.
Смотрите, вот так вот у нас выглядит БЗ-176 в прицеле танков 8 уровня. С пробитием в 220, это, ну, такое стандартное пробитие для восьмерок. В принципе, танк может реально потанковать. И башня, и ВЛД забронированы очень неплохо. Куда же можно его пробить, если он, допустим, спрячет свой огромный НЛД, который, кстати, пробивается без проблем? Ну, смотрите, можно пробить в две командирские башенки. Вот это вот у нас командирская башенка, она очень небольшая, сюда, ну, тяжело кинуть реально, но я думаю, что при хорошей точности, как видите, это сделать можно. Также есть вот эта командирская башенка, там пробивается только центральная ее часть, и попасть, ну, действительно тяжело, в основном отлетают рикошеты, но пробить, ну, как показывает практика, все же можно. Давайте еще попробуем закинуть, смотрите, можно пробить, но только вот надо попасть очень-очень четко. Также есть у нас вот это вот маленькое окошко мехвода, сюда, ну, тоже очень тяжело закинуть, эти окошки, ну, крайне малы, но если четко, прям вот четко попасть, то тоже можно пробить. А так, в целом, забронирован танк, ну, для восьмерок очень неплохо. Ну и смотрите, какой у нас дальше прикол. Вот это у нас пробитие уже идет 9 и 10 уровней приблизительно, да, то есть 252. И смотрите, башня уже в щеки пробивается абсолютно без всяких проблем. Это самое ужасное, что могло бы быть. Действительно, не танкует тяж даже против своих одноклассников в основном. Поэтому ни о каком танковании красивом башней или ВЛД здесь как бы нет и речи. Бывает такое, что рикошетом залетает прямо в башню. Как видите, даже голду не надо заряжать, просто серые щеки. Так что, если вы думаете, что будете шикарно танковать на этом танке, то точно нет. Смотрите, если довернуть немножечко ромбом, то, в принципе, иногда танкует борт. Да, здесь как бы неплохие миллиметры, но это все нивелируется абсолютно вот этой щекой. Даже если вы захотите потанковать бортом, то вас пробьют вот сюда. Поэтому в этом, в принципе, особо смысла как бы и нет. Ну и если тяжи, допустим, 10 уровня заряжают голду, то, как видите, здесь уже кроме маски орудия, в принципе, и крыши особо ничего не танкуют. Пробиваются уже даже ВЛД. С пробитием в 330 кумулятивы прошивают танк практически насквозь. Ну, честно, здесь брони, я бы сказал, абсолютно нет. Так как вы будете играть часто с танками 10 уровня, то здесь все максимально понятно. Ну что, ребят, наконец-то я сделал обзорчик на БЗ-176, очень давно хотел обкатать эту машину, но, если честно, она абсолютно не оправдала моих ожиданий. Я думал, что это будет танкующий тяж, с убойным барабаном, с шикарным внешним видом, но на самом деле, кроме барабана и внешнего вида, у этого танка нет ничего, даже не просто барабана, а только альфа. Барабан странный, долго перезаряжается, брони нет, нет комфорта орудия, нет подвижности, у танка нет ничего, кроме альфы и внешнего вида. Все. Если вы хотите потратить целую кучу денег на него, там, или голды, то я вам категорически не советую. Этот танк одно сплошное разочарование для меня лично. Я, честно говоря, ожидал от него, гораздо большего. Вы, конечно же, не забудьте написать свое мнение в комментариях. Мне интересно, насколько вам интересен этот танк. Ну а вам шикарного, отличнейшего, супер настроения, удачной вам недельки. Приходите еще, будет еще много крутых видосов. Не забудьте, кстати, поставить видосику лайк, подписаться на канал, если еще этого не сделали. Ну и спасибо, что смотрели. Всем пока, ребят. When I'm scared